Всем привет! Видео снято с целью разобраться, понять, найти причину постороннего звука из-под капота. Сейчас машину завожу на холодную. Посмотрим, сможет ли видео передать этот звук. Завожу при выжатом сцеплении. Вот такой вот звук на холодную, если сама камера со звуком сможет передать. Но это не тот звук, о котором пойдет речь в этом видео. Далее досмотрите видео до конца, будет понятно, о чем я говорю. Вот сейчас немного похазую. Так, и немного проедемся. Ну, стойте, не трогайте. Вот она рычит. Разоните легенько. Выжмите сцепление. Выжил. Разоните легенько. Поехали. Ручник, В общем, особенно на 60 так рычит, потом проходит. Сильно рычит. Ну, в общем, постоянно рычит. Так, ручку включите. Машина еще не прогрелась, только до дома. В общем, уши закладывает хорошо, я говорю. Приехал, устал. Читал про эту машину на форумах. Эффект Subaru есть такой. Резонатор, сварной шов лопается. Не знаю. Не понимаю. Оно, не оно. Но если катиться и газануть с выключенной, появляется звук. То есть я и на коробку кричал. Потому что когда в стоячем положении вот этого характерного звука особо не слышно. Может и слышно, но у меня с ушами что-то не так. Ремень, ну ремень это нет. Ремень Ну это вот. вообще бред. Ну вот кодиса нету звука. Она сейчас не на передаче, да? Нет, Но вот газуешь же, и появляется звук. То есть на коробку тоже решить как бы нельзя. Если бы коробка, она бы сейчас газовала бы тоже, но я не знаю. Может быть, что сварной шов на резонаторе лопнул. А, еще сказали, что задняя подушка двигателя, что-то еще сказали. Может быть, она этот самый, может быть, она пришла в негодность, мотор лег на этот самый. Мотор лег на подрамник или лег на этот. Это может быть вполне возможно. Но если в Николаеве смотрели, загоняли
Да, подняли, посмотрели подвеску, потом завели. Но оно же, когда в стоячем положении, не так Ну да, слышно. это ж не так. Да, посмотрели, да вроде все нормально. Ну вот, говорю, звук же, он так говорит, не должно быть. Но я же уже про то, что это... Думаю, ладно, если он уже в стоячем, двигатель нормально работает, фиг с ним уже. Сейчас посмотрим. Масло меняли тоже давно, где-то 1012. 12 это как бы еще не пробег небольшой. Надо поменять, но не прям что уже. Не, ну, так говорю, с того, что... А, ГРМ сказали, меняли месяцев 10 назад. Ну, месяц за сколько проехали? 2000. За 10 месяцев 2000. Там девушка водила, училась ездить. Что я вам советовал бы сменить. Правда это неправда. Ну, Потому что да. чем чароват обрыв ремня, клапана поршня встречаются, клапана нет. В лучшем случае только клапана, в худшем случае еще и направляющие клапанов попали. Это ремонт